Привет! А это топ фишек, лайфхаков и скрытых возможностей AirPods 4, которые вам точно пригодятся. И первое, что вам предстоит найти сразу, это скрытая кнопка на кейсе ваших AirPods. Двойной тап по этому месту позволит перевести наушники в режим сопряжения. Так их можно подключить к смартфону на Android или к консоли. А сделав двойной тап 3 раза подряд, вы увидите красный индикатор и сделаете полный сброс наушников. Сброс настроек, кстати, и на наушниках решает огромное количество проблем. Если вам кажется, что ваши AirPods работают как-то не так, сделайте сброс наушников, и проблема скорее всего исчезнет. Одна из главных фишек этих AirPods — это адаптивное шумоподавление. AirPods 4 — это вообще первые вкладыши с шумоподавлением, и это адаптивное шумоподавление, поэтому его можно тонко настроить, перейдя в настройки AirPods. И тут вы можете выбрать настройку, при которой AirPods будут пропускать меньше внешнего шума, что максимально приблизит шумоподавление к тому, что мы можем получить в наушниках с амбушюрами. Но звук — это, конечно, главная фишка AirPods, и лучше он станет, если вы настроите его максимально точно под себя. Для этого идем в настройки AirPods, листаем ниже, и тут мы можем настроить персональное пространственное аудио. Это займет буквально минуту вашего времени. Ваш iPhone просканирует голову с помощью фронтальной камеры, чтобы создать максимально точную карту для пространственного звука. И теперь в пункте управления зажмите иконку громкости, и у вас появится управление пространственным аудио. Можно выбрать статичное положение или с отслеживанием головы. Куда бы вы ни повернули голову, вам будет казаться, что вы присутствуете на концерте, и звук как будто вокруг вас. А еще есть фишка персонализированной громкости. Как говорит Apple, она будет автоматически менять громкость в AirPods в зависимости от звуков, которые вас окружают. Но вот проблема. Резкий звук приведет и к резкому скачку громкости. И так будет почти с каждой проезжающей мимо машиной. В общем, мне совершенно не понравилось. А вот распознавание речи — вещь действительно очень полезная. Когда с вами кто-то начинает говорить, или вы начинаете говорить вслух, наушники снижают громкость звука и позволяют вам комфортнее общаться с собеседником. И вот эту фишку стоит один раз просто включить на ваших AirPods. Управление тут максимально простое. Одинарное касание наушника ставит музыку на паузу. Такое же касание продолжает воспроизведение. Также касание можно ответить на звонок. Одинарное касание во время разговора выключает микрофоны, а повторное касание его включает, и вас опять слышат. И работает все это, конечно, для обоих наушников. Еще двойное касание сбрасывает любой звонок или переключает трек на следующий, если вы слушаете музыку. А чтобы вернуться к прошлому треку, 3 раза коснитесь ножки любого наушника. А вот зажав кнопку наушника, можно включить режим шумоподавления, и здесь есть несколько режимов для разных ситуаций. И в итоге получается очень неудобно. Вы постоянно зажимаете ножку и ищете нужный вам режим. Поэтому идем в настройки AirPods и в управлении шумом выключаем ненужные режимы. Теперь с зажатием ножки вы либо включаете нужный режим сразу, либо выключаете шумоподавление совсем. И сам я в 90% случаев использую адаптивный режим шумоподавления, и только где-то в 10 использую абсолютное шумоподавление. Ну, в основном во время полета на самолете. А вот то, что отличает AirPods от других наушников, это тонкая настройка под себя. Мы переходим в настройки AirPods, и тут открываем раздел «Универсальный доступ». Можно изменить чувствительность нажатия и нажатие с удержанием. Для двойного тапа я использую медленный отклик, а для удержания выбираю значение чуть быстрее. И пока вы не вышли из этого раздела, тут же включите шумоподавление с одним AirPods. Эта простая настройка позволит вам комфортно говорить по телефону, используя шумоподавление, когда у вас в ухе всего один AirPods. Что не совсем удобно, так это то, что нельзя жестами по ножке управлять громкостью. Но это можно сделать с помощью Apple Watch или кнопок громкости на айфоне. С другой стороны, а вот если у вас заняты руки, как же ответить на звонок? Ну, теперь это можно сделать жестами головы. В настройках откройте AirPods и выберите раздел «Движение головой». Можно выбрать из 2 жестов – покачивание вверх и вниз или из стороны в сторону. И этими жестами можно удобно управлять звонками. Наушники отлично распознают жесты, и это точно надо включить. Увы, но Siri самый бесполезный помощник даже на AirPods. С другой стороны, когда iPhone в кармане, вы в наушниках и вам кто-то звонит, Siri может быть полезна. Перейдите в настройки
настройки, раздел Siri. И в разделе «Объявлять вызовы» выберите только наушники. Теперь, когда вам кто-то звонит, Siri в AirPods скажет имя контакта. И кивком головы вы сможете ответить на звонок или наоборот, отклонить звонок движениями в сторону. А еще к одному iPhone можно подключить двое AirPods и поделиться музыкой с друзьями. Открываем пункт управления и выбираем AirPlay – поделиться аудио. Как только вы поднесете чужие наушники, сможете поделиться с ними аудио. При этом громкость для каждой пары можно регулировать отдельно. AirPods 4 работают от одного заряда порядка 5 часов без шумоподавления и порядка 4 часов с активным шумоподавлением. А в кейсе у вас еще порядка 4 зарядов. Когда вам надо зарядить наушники, вы можете воспользоваться даже зарядкой от Apple Watch, и это удобно. Плюс не забывайте, что у них с iPhone разъемы USB-C, а значит вы можете соединить их одним кабелем, и iPhone зарядит наушники. Мой самый любимый виджет аккумулятор всегда будет держать в курсе заряда каждого наушника и отдельно кейса. И вот так же легко вы можете найти отдельно каждый наушник и кейс. Все они автоматически сохраняются в вашем приложении Локатор, а динамик в каждом наушнике может вам легко помочь найти наушник в снегу или складках вашего дивана. Есть даже возможность более точного поиска, когда вы на расстоянии до 10 метров от вашего наушника или футляра. Тогда локатор подскажет и сократит вам место поиска. Ну, в квартире работает хотя бы с точностью до комнаты. И вот самое обидное, что в локатор мы все заходим, когда уже потеряли AirPods. Но там есть фишка, которая напомнит вам, что вы забыли ваши наушники. В локаторе открывайте вкладочку с вашими AirPods, и тут в разделе «Уведомления» отметьте «Уведомлять, когда оставлено». Тогда, когда вы уйдете далеко от наушников, получите уведомление на iPhone. А теперь фишечка для подслушивания поможет вам услышать, что говорят о вас, пока вас нет в комнате. Для этого вам нужно в пункте управления добавить виджет «Слух» и включить лайв-прослушивание. Теперь оставьте iPhone в комнате, выйдите только с наушниками, и iPhone будет транслировать вам все, что слышит. И даже если не для подслушивания, то как радионяню эту фишку использовать вполне себе можно. В настройках AirPods можно выбрать, на каком наушнике будет всегда активироваться микрофон. Во-первых, через 2-3 года использования эта фишка позволит вам уравнять скорость разрядки наушника. Во-вторых, вы можете достать один AirPods, на котором у вас всегда активен микрофон, в шумном месте поднести его к рту, и так вас точно будет лучше слышно. AirPods 4 это первые вкладыши от Apple с шумоподавлением, то есть наушники без силиконовой амбушюры. Не знаю, как вам, а мне вот такой форм-фактор максимально подходит. Ну и фишек у них не меньше, чем у AirPods с амбушюрами. Пользуйся!